Помнишь, мы когда-то такие перцы смолой заливали? Надо, кстати, достать, посмотреть, что с ними стало. Друзья, я уверен, многие из вас помнят, как мы делали столик из перцев чили и эпоксидной смолы. После того, как мы залили перцы эпоксидной смолой, в одном из видео мы показали, как столик выглядит буквально через полгода после заливки. Вот, заливали в феврале. Прошло уже полгода, наверное, где-то, да? Ну да, примерно. Ну, около полгода. Вот мы видим, что перец не изменился практически вообще. То есть, какой он был изначально, как мы его заливали, такой он и остался. На тот момент никаких изменений с перцами не произошло. С тех пор прошло уже более 6 лет, и вы постоянно интересуетесь судьбой этого столика и особенно состоянием перцев, которые в нем залиты. И вот недавно мы вытащили столик на белый свет, и сейчас мы с вами отправимся на улицу и посмотрим, как перцы выглядят спустя 6 лет. Ну да. Итак, почему мы вообще решили залить овощи в эпоксидную смолу? На это нас вдохновила одна поездка. Более 6 лет назад мы были в гостях на фермерском хозяйстве Нововито в Республике Беларусь. Руководитель предприятия провел для нас экскурсию. Было очень ценно и интересно познакомиться с человеком, который настолько влюблен в свое дело и смог заразить этим чувством всю свою команду. Как это было, вы можете посмотреть по ссылке в описании к этому видео. А сейчас я приглашаю всех к столу. Очень важно напомнить, что это был чистой воды эксперимент. Как мы видим, перцы вот такие черные стали, темные. Вот этот зеленый, он был сразу зеленый, и вот этот вот он изначально были зеленые. На самом деле, я думаю, что вот эти перцы, которые изменились, они были изначально повреждены. Потому что те, которые сохранили целостность, хотя, в принципе, нет, видишь, что тут отрезан, и нет, и ничего ему не было. Ну да. В общем-то, это остается загадкой эксперимента. Может, они какие-нибудь тухловатые были? Ну, просто вот эти вот, смотри, они прям как вот были. Ну да, они вообще как искусственные выглядят. Изначально. Ну, в любом случае, повторять не стоит. Ну, в общем, если перцы будут все вот такие, как вот эти, то тогда они останутся хорошими. Но вы не можете знать. Это рулетка. Ну и, в общем-то, я считаю, что общей картины все это не испортила смола, от них не помутнело, ни там, я не знаю, все норм. Ну, норм, но все равно, понимаешь, вот если кто-то сделает кому-то на заказ вот такой стол, и потом через 5 лет такие черные колдуны получатся. Блин. Для этого лучше всего использовать искусственные перцы, но там тоже есть нюансы, может потечь краска. Как бы не хотелось, чтобы эти перцы остались в идеальном состоянии, как были изначально, но с законами физики и природой не поспоришь. Как ты красиво выглядишь в этой рубашке, джинсах и в этих кедах, и с укладкой. Ну просто вообще супер. Да? Да. Красиво? Очень. Мне нравится. Ты меня гнобишь постоянно, что с волосами у меня не то, что мы потолстели, постарели. Постарели, конечно, мы постарели. Скоро по 50 тысяч лет. Итак, друзья, важно напомнить, что это был чистой воды эксперимент, и мы не рекомендуем его повторять. Мы видели, что некоторые перцы все-таки подверглись некоторым изменениям. На этом этапе можно считать это... Давай, не некоторым, а значительным изменениям. Давай. Не хочу я говорить значительно, потому что это незначительно. Значительные. Незначительно. Давай. Итак, друзья, важно напомнить, что это был чистой воды эксперимент, и мы не рекомендуем его повторять. Мы видели, что некоторые перцы все-таки подверглись некоторым изменениям. На этом этапе эксперимент можно считать законченным. Подписывайтесь на наш канал, и, как всегда, огромное спасибо, что вы у нас есть.